Привет! Сегодня у нас пятница, и я решила по дороге домой снять такой небольшой влог. У меня вот такая сегодня пятничная форма одежды. Наверное, правда, все равно не видно. Это, в общем, штука, которая называется джерси, типа футболка такого, как футбольного, в общем, болельщика. И у нас вот на пятницу вот такие футболки специальные наша компания разработала. Мы поддерживаем школьную команду здесь местную, и вот периодически можно встретить также школьников в таких футболках. Сегодня у нас очень-очень жарко, 37 градусов, влажность неимоверная. Я только вышла с работы, время уже 4 часа. Но жара так и не спадает, и вот сейчас до сих пор машина вот у меня показывает 37 градусов. Поэтому перед тем, как я продолжу, я хочу сейчас быстренько переодеться. Я здесь остановилась возле торгового центра и, в общем, скоро вернусь. Ну что, я переоделась, в джинсах было очень-очень жарко, и сейчас я еще хочу избавиться от своей обуви. И как настоящий австралиец поеду босиком. Так, нужно уже ехать, потому что... И так, скорее всего, я попаду в жуткую пробку, но так хотя бы побыстрее в нее попаду. И, в общем-то, побыстрее из нее выйду. Наверное, что не факт. Вообще, почему я решила записать именно сегодня, в пятницу, такой влог небольшой? Честно говоря, мне просто скучно ехать домой, потому что ехать мне далеко. То есть в нормальное время у меня дорога домой занимает где-то час, ну, может быть, час 05, где-то так. Когда пробка, а пробка бывает периодически, а особенно в пятницу, вот я даже уже тут встряла, я, наверное, одену очки, потому что солнце светит прямо в глаз. Короче говоря, дорога домой в пятницу, вот в четверг. Пятница вообще самый сумасшедший день, и она занимает, ну, знаете, когда как. Иногда 1,5 часа, иногда 2 часа. Самый большой рекорд у меня был 3 часа. Я просто стояла в пробке, наверное, часа 2 на хайвее. Там было несколько аварий. Такая же жесть случается, когда происходит какой-нибудь концерт, как раз там, где я живу, недалеко. И, в общем, все это так немного фрустрирует. Пропустите меня. Хоть кто-нибудь. Да, в общем, вот в таком ритме я езжу уже практически 2 года. Живу я на Голд-Косте, а работаю, ну вот, практически в Брисбене, это Логан. И, ну, где-то 75 километров у меня получается туда, и 75 обратно. И так каждый раз. Но, знаете, работа мне очень нравится, и как бы менять я ее не собираюсь. И также я живу в таком месте, которое мне тоже очень нравится. Ну и еще по разным соображениям я не планирую переезжать в ближайшее время, по крайней мере. Вот. Хотя из Брисбена, например, было бы ездить, ну, где-то минут 30, если прямо из самого центра Брисбена, ну, кто-то у нас живет вообще 5-10 минут от работы. Всегда на них так смотрю и говорю: ага, рассказывайте вы мне тут, как вы там в пробку встали 15-минутную. Сегодня я просто хотела себя как-то немного развлечь, честно говоря, по дороге домой. И поболтать с вами просто о жизни. Кстати, вот я уже в Телеграме проводила опрос. Да, кстати, у меня есть Телеграм-канал, он называется Follow _Sun. Ссылка на него будет в описании к видео. Там я проводила опрос, о чем больше всего людям интересно, чтобы я снимала видео. Если вы хотите принять участие в опросе, пожалуйста, добро пожаловать. Там это закрепленное сообщение. Либо можете дать мне знать здесь в комментариях, о чем бы вам хотелось узнать. Когда живешь какое-то время в стране, а у меня в этом году вот уже было 4 года, как-то немного все это притупляется, и ты как-то перестаешь уже чувствовать, что вообще могло бы быть людям интересно. То есть вот это вот чувство новизны, оно проходит, и все такое вроде бы как бы обычное. А вот у меня, кстати, сейчас приезжала мама в январе, и для нее это все было так в новинку. И я как будто бы снова даже переживала вот эти эмоции новизны, желая ей что-то показать. Вот и я думала, что было бы интересно мне, и вот какие-то такие места мы с ней проехались. Мы ездили в зоопарк Стива Ирвина, национальные парки, на всякие
хайкинги ходили. Побывала она в Сиднее, Central Coast Area. Это тоже недалеко от Сиднея, между Сиднеем и Ньюкаслом где-то. Вот. Побывали мы на кемпинге, она даже посмотрела кенгуру. В общем, да, ей очень все понравилось. Австралия ее поразила и своей природой, и людьми. В общем, все ей очень понравилось. И если что-то вам интересно, какие-то вещи узнать про Австралию, пожалуйста, пишите. Не гарантирую, что я прям на все сниму. Вот у меня как-то был вопрос по поводу того, чтобы рассказать про школы здесь. И, у меня пока нет такого опыта, да. Единственное, я, правда, работала здесь в русской школе, но она русская школа выходного дня, это немного не то. И пока я не нашла человека, с которым можно было бы поговорить, и чтобы вот он рассказал, как у них дети здесь обучаются. Поэтому, да, я все эти вопросы в копилочку складываю и про них помню, и при любом удобном случае обязательно поделюсь. Я даже не посмотрела, сколько у меня сегодня дорога домой займет. Так торопилась уже поставить камеру, снимать, чтобы просто ехать, потому что чтобы не встрять вообще совершенно. Очень жарко, и у меня в машине работает кондиционер, и, возможно, будет какой-то шум еще посторонний, дополнительный. Но я ничего не могу с этим сделать. Кондиционер я выключать не планирую. Я даже думаю, может быть, его еще чуть побольше включить, потому что, честно говоря, даже вот машина пока не справляется. Но сейчас она показывает 36 градусов. Мне по-прежнему жарко. Ну-ка, вот если я увеличу обдув, но мне кажется, сейчас такой прямо обдув пошел, что у вас, скорее всего, будет слишком громко на камере, поэтому я пока его сделаю на 2. Чего не сделаешь ради съемки. Ну ничего, она сейчас должна немножко охладиться, машина, потому что она стояла весь день, конечно, на жаре, с фольгой, под стеклом, но тем не менее ей прям жарко, я прям чувствую. Я-то сидела в офисе, я прям сегодня специально взяла обед, прямо убедилась, что я возьму обед и пообедаю в офисе, потому что мне просто даже не хотелось выходить из офиса во время обеда. Вчера я ездила по делам на обеде, и даже просто вот эти моменты перебежки от офиса к машине и в машине в самой, просто было очень жарко, хотя вчера было не так жарко, как сегодня. О, а тут у нас, у нас тут светофор не работает, вот это жесть. А как я тут проеду? Тут такая дорога огромная, и просто, честно говоря, я, наверное, развернусь. Бедная моя машина, господи. Короче, там не работает светофор, и я решила тут развернуться, потому что я не знаю, как на эту огромную просто дорогу выехать по-другому. Что-то днищем задело. Я, наверное, это вырежу. Не буду вам свои маты вставлять. Вообще светофоры не работают. Что за хрень? Так, мне надо сейчас где-то развернуться. В общем, я надеюсь, что я не сильно поцарапала днище. Я там по бордюру немножко проехалась. Я думала, что у меня повыше подвеска. Вот, о чем я там говорила. В общем, жарко, да. Жарко и жарко. Австралия, что я хотела, да. Хотя, в принципе, уже конец марта, уже осень. Уже должно становиться прямо прохладнее. Вот, что я сегодня, собственно, хотела немножко поговорить на тему работы, потому что я первое свое видео записывала по поводу того, как я нашла работу по специальности в Австралии. Ссылка, кстати, на него будет здесь. Вот, и там я только устроилась буквально месяца 3-4, и рассказывала о своих впечатлениях. И, в общем-то, сейчас вот уже в мае у меня будет 2 года, как я работаю в компании. Я занимаюсь проектированием металлокаркасов, то есть я детайлер, как бы это здесь называется. В общем, проектировщик стальных конструкций. Легкая сталь, тяжелый прокат. Вот, я все это делаю в 2 программах в основном. Это FrameCut и Tekla. Но сейчас я даже хотела больше поговорить не вот о профессиональной какой-то составляющей вот этого, а именно
только что на том перекрестке, где я сейчас вот объезжала, произошла авария. Там машина выехала. Я думала, это у меня что-то стрельнуло. Ну, просто звук такой, как будто это произошло рядом. А я вот сейчас вижу, так машина выехала на перекресток, у нее бампер весь разбит. Это вот только произошло. Вот. А я объехала, развернулась. Все-таки не зря сделала этот крюк. Нельзя себе днище царапнула. Пятница — это такое дело, знаете. В общем, сегодня я хотела больше поговорить, наверное, даже не о профессиональной составляющей вот того, что я делаю, а именно того, каково мне в коллективе, в этой компании. Мне очень-очень нравится. Конечно, очень важно отношение, ну вот как в коллективе, так и отношение начальства к своим подчиненным, да, и здесь я вообще, то есть у меня ни разу за все время работы, тьфу-тьфу-тьфу, конечно, не было какого-то конфликта с коллегами, с начальством. Были, конечно же, случаются какие-то косяки, какие-то ошибки, где-то что-то не доглядел, то есть они случаются там по разным причинам, потому что, ну, как бы много людей принимает участие в создании одного проекта, но, тем не менее, ни разу мне не было высказано это в какой-то там грубой форме, никто меня носом там не тыкал. Ну, то есть, если есть какая-то ошибка, мы там обсуждаем, исправляем, как бы стараемся также обсудить, ну, что сделать, да, в дальнейшем, чтобы такого не случилось и так далее. И отношение такое максимально прямо уважительное. Ну, в принципе, я и в России работала в довольно-таки в хорошей компании, которая у нас такая, как семья. Но я знаю много от своих друзей, да, там, от родственников, как оно бывает по-другому, когда на тебя там могут наорать вообще, просто уничтожить твою самооценку, не знаю. Ну, даже вот разговаривать на повышенных тонах, я этого просто не переношу. То есть у меня это все что угодно, но когда на меня начинают кричать, я так эмоционально прямо это тяжело мне вывести, в общем. Вот, и я знаю, что такая практика применяется, ну, вот в России точно, когда вот такое вот отношение, ну, там, в коллективе. И также я хочу сравнить вот с работой здесь, в ресторане. Честно говоря, это просто небо и земля. Я вот сейчас вспоминаю с содроганием. Не хочу много чего-то плохого говорить про работу в ресторане, но все-таки это вот система такая, как бы, когда ты работаешь в обслуживающей сфере, тебе, ну как вот это сказать, много с чем приходится мириться. Во-первых, ты работаешь в выходные дни, да, как правило, у тебя выходные дни не совпадают там с выходными у всех нормальных людей. Какие-то праздничные дни, Новый год, 31.1 я работала, День Австралии, Anzac Day, то есть это вот такие праздники, которые главные, я работала. Платят вот именно в Public Holidays двойную оплату, но тем не менее ты как бы выпадаешь из жизни. У нас там составляли графики, вообще никак не учитывалось, тут какие-то пожелания, там еще что-то. Если надо, меняйся. Если не найдешь, ну как бы твои проблемы. Абсолютно какое-то вот бесчеловечное отношение, честно говоря, тогда было. И я каждый раз, я прямо не хотела идти на работу. Хотя в целом мне нравилось общаться с людьми, да, там, с клиентами. Бывали разные ситуации. Один раз я поплакала даже. Вот, но бывало в целом и неплохо. Ну, то есть вот отношение там менеджмента к персоналу оставляло желать лучшего. Ну, вот я работала только в одном таком месте, поэтому я не знаю, это вся система хоспиталити такая или это какое-то конкретное место. Но вот сейчас я просто сравниваю и до сих пор не могу нарадоваться тому, что я, ну, во-первых, не стою на ногах по 11 часов в день, разнося там тяжелые какие-то подносы, еду. Тут, конечно, как бы нечего даже и сравнивать, это совершенно другая сфера деятельности. Мне очень нравится, конечно, что мне не надо стоять. Сидячая работа, от нее тоже, конечно, устаешь. Бывает, когда перед компьютером и глаза устают, и как бы спина, но каждый раз, когда я думаю, что надо бы размяться, что-то я устала, я каждый раз вспоминаю, вот как это было
бегать целый день на ногах, ну, для меня это было тяжело. Я знаю, что есть люди, которым наоборот, вот, они не могут вообще выносить сидячую работу. Я нет. Мне очень нравится, во-первых, то, что я делаю, и очень приятно смотреть на результат своих трудов. Ну, то есть, когда вот проект — это одно, когда ты там даже его в 3D-модели видишь — это одно, а когда ты приезжаешь на стройплощадку и видишь, как вот школа, которая еще совсем недавно была только на бумаге, и я думала, как правильно там вот эту линию крыши сделать, да, чтобы вот это все работало, а теперь она, ну, вот уже практически законченный там школьный проект один я видела недавно свой. Скоро там будут учиться дети, и это просто какое-то колоссальное удовольствие мне доставляет. Конечно, очень приятно, когда ты способен видеть результат своей работы. Вот. И еще было здорово, что, кстати, в прошлом году мне начали давать такие серьезные объекты. 3 школы у меня было, и сейчас мне дали еще одну. Вот проект, который я сейчас делаю, он такой наиболее вообще сложный, вообще максимально сложный из всех, которые у меня были. Там школа, 2 этажа, достаточно такая, как бы, комплексный проект. Интересная форма у нее, там архитекторы, как обычно, постарались привнести изюминку, ну, как им кажется. Вот, ну, в общем, мне безумно интересно, страшно, но я надеюсь, что все получится. Я, может быть, здесь где-то ставлю фото проектов, которые уже были мною сделаны, которые уже готовы, до, после. Так, кольцо сейчас. Соображу, что хотела сказать. Кстати, я здесь уже вот езжу с левосторонним движением, как будто так всю жизнь было. И когда в этом году я ездила в Россию, я там брала машину на прокат, и особенно когда в незнакомом городе ездила, было очень тяжело перестроиться. Ну вот все ничего, как бы ты едешь в потоке машин, все нормально, повороты там правые, левые, перестраиваешься в голове. Самое сложное — это был как раз проезд по кольцам. Это просто было что-то такое, где мне надо было свое сознание просто наизнанку вывернуть. Вот, и я приехала сюда, села за руль, я себе пару раз напомнила, что так, ага, перестраиваемся снова на левостороннее движение, но не было это настолько уже как-то тяжело. Все-таки, конечно, привыкаешь, и нет в этом ничего такого страшного, ничего такого особенного. Кстати, вот еще про работу. Очень приятно, у меня начальство такое прям понимающее. Во-первых, они предоставили мне такой отличный отпуск вот в прошлом году. Практически 4 недели у меня получилась поездка в Россию, и я им объяснила, что я не была там 3 года уже, и, конечно, очень хочется, чтобы отпуск был такой полноценный. И они вошли в положение и сказали: конечно, езжай. И то же самое вот у меня сейчас, когда мама приезжала на Новый год, я брала 3 недели, то есть по полной. Можно было там вообще через неделю выйти. Ну, то есть вообще сами вот эти каникулы, новогодние праздники, они были 3 недели. Но сам завод у нас, он начал работать на неделю раньше, точнее даже на 2 недели раньше. То есть можно было уже через неделю вернуться. Но так как у меня приезжала мама, я сказала: нет, извините, я, наверное, все-таки весь отпуск отгуляю. Они сказали: без проблем. Вот эти отпускные праздники новогодние, точнее, как праздники новогодние, они не являются на самом деле отпускными днями. Там было буквально где-то, может быть, неделя оплачиваемых вот этих вот дней, а все остальное, оно как бы вычиталось из отпуска. Вот, и таким образом вот только за вот эти полгода я уже нагуляла сколько? Месяц. Практически 2 месяца у меня получилось каникул. Сейчас я пока не планирую больше такой длительный отъезд, так что как раз вот сейчас занимаюсь своими проектами. Я сейчас тут подъехала к 7-Eleven, решила сделать небольшую остановку перед заездом на хайвей. Хотела записывать, мысли как-то у меня все разбежались. Ну вот какие-то такие вещи, которые я хотела сказать по поводу работы, я их сказала, а все остальное я уже не помню. Поэтому я буду сейчас уже заканчивать. Немножко такая сумбурная получилась запись. Вы мне, пожалуйста, дайте знать, нравится ли вам такой формат съемок. И до встречи в следующих видео. Всем пока!